Всем привет, парни! Здравствуйте, дамы и господа! Ребята, я до конца еще сценарий-то не устаканился. Я не совсем понимаю, как все это будет выглядеть, но постараюсь максимально четко, понятно и без сумбура изложить свою мысль. Видео по бритью много. Видео по бритью, как бриться опаской и прочее тоже навалом. Но я нигде никак не встречал, ни в каком формате видео. Ну вот он я хочу, вот он я, возьмите меня, я тоже хочу. А с чего мне начать? Что мне делать-то? Вот ладно, хорошо. Я пошел на форум, начал его курить. Там меня грузанули информацией. А дальше что? Я вот такой с багажом и поперся. То есть вот с чего начать? Что нужно, что не нужно, что вообще необходимо для этого? Ну вот и набрался наглости и решил на эту тему-то видосы запилить. Хорошо ли, плохо ли, не знаю. Я сегодня постараюсь выразить свою точку зрения, исходя из того багажа знаний, который на сегодняшний день у меня есть. Это не инстанция, это не точка зрения, знаете, как, ну, это не истина последней инстанции, все, нашел нужное слово. Ну, русский язык богатый. Это лишь выражает то мое внутреннее состояние, которое есть на сегодня. Естественно, я буду жить дальше, ну, собираюсь, по крайней мере, да, или нет? Молчит, наверное, еще поживу. Так вот, я буду приобретать какие-то знания, и эти знания будут менять мой подход ко всему этому вопросу. Так вот, сегодняшнюю точку зрения я и хочу выразить. Но те гуру, те просвещенные парни, которые сидят на опаске уже не первый день, я знаю, ребят, вас полно. Ребята, будь ласка, если вдруг где-то в каком-то месте я окажусь с вашей точки зрения неправ, понимаю, что вариантов может быть много, но тем не менее. Или вы захотите дополнить эту информацию, ребят, комментарии под видео, пожалуйста. Ссылки там, ваше мнение, все что угодно, пожалуйста, пишите. Потому что если вдруг зайдет такой же лоботряс, как и я, который тоже хочет начать пробовать опаску, ему будет что почитать, он будет знать, где взять эту информацию. Потому что на форумах это вот так вот все разрозненно. А собрать все в кучу, ну, может быть, у нас и получится. Итак, купить опаску. Купить ее и просто, и сложно. Просто потому, что он в интернет зашел, все магазины забиты. А сложно. А какую взять? Они все разные. Это первый вариант. Второй вариант. Можно взять старые опаски. Прошлогодние, это понятно, прошловечные. Ну, короче, опаски с прошлого века. Те, которые давным-давно уже были в руках, они все могут быть как юзанные, то есть бывшие в употреблении, так и на хранении, то есть в идеальном состоянии. Естественно, это будет отражаться на их цене. Брать лучше всего, кстати, несколько вариантов. Вы можете зайти на eBay сами. На eBay там забить вот опасные, там аукционы, то все, 5-10, там всего навалом, фотографии, красивые. Но я бы не стал вам этого рекомендовать, потому что я сам так покупал. Я покупал так 3 бритвы, и одна из них, к сожалению, которая ко мне пришла, она была с нарушенной геометрией. На фотографии вы этого не увидите. Но я это получил, соблазнившись невысокой ценой. К сожалению, продавец не указал о том, что там геометрия нарушена, а может быть и не знал, а может быть не указал. Я сейчас уже не могу сказать. Но даже если вы бучу затеете, там вернуть, то все, короче, оно вам надо. Есть другой вариант. Есть другой вариант обратиться к тем людям, которые занимаются их восстановлением. Не для себя, в качестве хобби, как Павел, Brooklyn Production, а с целью, допустим, реализации. То есть это у них такой свой маленький бизнес. Одного из таких людей я знаю. Это Константин Шарпов, его все тоже знаете. Его лялечка сегодня будет на бритье. Других таких людей, Эдуард Седых, да, он точно так же этим занимается. Плюс ко всему, если вам этого вдруг покажется мало, зайдя на любой бритвенный форум, на любой, пофигу на какой, вы там этих людей найдете. Много-много-много. Брал ли я? Да, брал. На опасной бритве я брал. Брал на форуме вторую свою лялечку. Честно вам скажу, вы понимаете, я сейчас в трудном положении. Я и плохо не могу сказать об этом человеке, потому что он как бы с душой-то подошел. И хорошего мне тоже сказать нечего, потому что ту опаску, которую мне прислала, я и не мог бриться. Ну реально, она меня не брила. Она была
Короче, вы берете инструмент в руки, раз подносите, а он застрял в щетине. Вы ее ведете, она не ведется. И это очень хорошо видно, допустим, на последнем видео Паула. Ну, тот, который щетину в нос пихает. Он там какую-то мачете достал, здоровущую такую. И вот когда он здесь вот так вот подходит, видно, что он с трудом прорезает. Потом она у него все-таки идет, но с трудом. Вот такое что-то было, ну даже еще может быть чуточку более тупое. Поэтому как уберечься на этом пути? Ну, наверное, совет будет все-таки один. Берите у тех людей, у которых есть информация. Вот как можно больше хороших отзывов, вот у того человека и берите. Кому-то конкретно как-то советовать, я могу советовать только Константина, потому что я его проверил. Ну, в смысле, как проверил? Я брился его лезвиями. Вы это сами все прекрасно видели. 3 лезвия, которые он прислал. Одно я оставил себе, 2 ушли в розыгрыш. Сейчас вот еще люди, которым они уйдут, они что-то расскажут на эту тему. Вот за него я могу сказать, мне его работа нравится. А за Эдуарда Седых я только слышал. Но, если уж говорить честно, я слышал не только хорошее, но и не очень хорошее. Я сам лично разговаривал с человеком, который покупал у него бритву. Это не чей-то рассказ, это мой телефонный разговор. Имени я не буду человека этого называть, потому что он как бы мне не разрешал. А просто так упомянуть об этом, ну почему бы и нет, у нас как раз сейчас тематическая встреча. Так вот, с его точки зрения, ему это не понравилось. Она была, не то чтобы слишком острая, она его не устраивала. Ребята, это все имховое. Заточка этого человека не подошла другому человеку. Да, такое может быть. Урмас мне о том же самом рассказал, когда он американцев даже посылал бритвы затачивать. Но это просто как штрих к тому, что чем больше положительных отзывов у человека, лучше брать у него. Скажем так, будет меньше шансов ошибиться. Вот и все. Следующее. Вы взяли эту бритву. Она у вас есть. Или вы в магазине взяли, или вы еще где-то купили. Если вы берете в магазине будет услуга о заточке, наверняка. Если там такой услуги нет, ребята, ищите в своем городе ближайший барбершоп. Наверняка вам там смогут помочь. Потому что кто-то же им точит, если вы сами этого не делаете. Если вы берете у тех людей, кто занимается восстановлением, то они тупую вам не пошлют. Она к вам заточенная уже придет. Так что у вас этот вопрос снимается. Вы ее получили. Первое, что я посоветовал бы вам сделать, ребята, это проверить геометрию. Неважно, где вы ее взяли. Взяли вы ее у проверенного товарища с таким багажом положительных отзывов, или вы купили ее в магазине, или где-то еще. Она у вас появилась дома. Просто примите как факт. Проверьте ее геометрию. Вот так. Камень достаточно твердый, поэтому, наверное, если мы его будем использовать в качестве проверочного стенда, ничего страшного с ним не случится, потому что он не только ровный, но еще очень-очень-очень твердый. Мы не сумеем его повредить. Этот способ показал мне Урмас, и мне он показался достаточно убедительным. Кладем бритву от начала РК до завершения РК и прижимаем в начале и в конце, чтобы полностью всю длину клинка самой бритвы прижать. И так вот, видите, монолитно стоит. И то же самое с другой стороны. Прижимаем. Не колышется. Это говорит о том, что лезвие прямое. Плюс ко всему, еще достаточно непросто, но можно сделать, это контролировать, прижав РК прямо к камню, выведенному камню, уже подготовленному к работе. Видите, никаких щелей, никакого зазора. Еще можно сделать визуально. Прижимаете бритву к доведенному камню, которому вы доверяете, что он действительно ровный, и смотрите на просвет. Как мы видим, клинок ровный. То же самое можно сказать и за француза, которого прислал Константин. Видите, ни зазоров, ничего нет. И точно так же, если прижать РК в начале и в конце, попробовать поколтыхать, то бритва стоит как вкопанная. У нее нет изгибов.
она ровная. Геометрию проверили. Ровненькая, хорошенькая. Ребята, аллилуйя, аллилуйя. Благодать уже пришла. Даже если она будет не такая острая, как вам она подходит. Допустим, хотелось бы, по крайней мере, у вас ровная бритва, и у нее уже есть РК, режущая кромка. Все, что вам остается, это просто довести эту режущую кромку, ну, скажем так, до того состояния, которое вас будет устраивать. Что для этого нужно? При условии, что вы не пойдете в барбершоп. Бритвы, финишные камни или заточные промежуточные камни, ремни натяжные или ремни на дощечках, обоюдосторонние, с разными нанесенными пастами или без них. Всевозможные дощечки, или это бальза, или это стеклянные дощечки или деревянные, с нанесенными на них пастами разной гритости, ремни для правки ваших бритв, всевозможные средства контроля. Ребята, тут все индивидуально. Нужно смотреть, насколько эта бритва заточена. Если, допустим, тот человек, от которого вы ее получили, или с магазина, бритва номинируется, что она заточена, но человек специально не стал ее доводить до бритвенного состояния в надежде на то, что вы это сделаете. Ну, порядочный человек вас об этом предупредит, и вы будете в курсе. То есть он скажет, что там 50 раз на ремешке походишь, и все будет нормально. Все, у вас информация уже какая-то есть. Если же бритва не так тонко доведена, что только ремнем ее можно догнать, а там еще надо поработать, ребят, к сожалению, тогда, наверное, все-таки без заточных камней вы не обойдетесь. Какие заточные камни? Я могу рассказать вам вот об этих. Еще несколько лет назад, когда я пробовал заниматься опасной бритвой, покупал камни и пытался ее точить, я впервые узнал о таком камне, о таких камнях. И, конечно же, о них я мог только мечтать. Камень американский, синтетический. Название Rotherhorn говорит лишь о том, что это точить лезвие, если прямой перевод. На самом-то деле King Cutter — это марка зарегистрированная. Вот эти вот камни, они достаточно были распространены. Выпускаются ли сейчас, я не знаю. У меня недостаточно опыта, чтобы его как-то характеризовать. Вот с той высоты опыта, что у меня есть сейчас, могу лишь сказать, что камень чрезвычайно твердый. Он аж, как стеклянный. Но это не то, надо было. Слышите? Интересен лично для меня тем, что он слишком многие люди, кто занимается бритвами, о нем говорили на зарубежных форумах особенно. Именно поэтому я хотел его как-то достать, найти. Но видите, вот как-то проведение вывело так, что благодаря Урмасу теперь у меня этот камень есть. Камень еще интересен тем, да, может, конечно, быть доведен с обоих сторон и работать с обоих сторон, но он здесь доведен только с одной стороны. Со слов Урмаса, камень еще интересен тем, что в зависимости от того, как вы его доведете, это может быть и 600 грит, может быть и 5000 грит, и 10, и 15. То есть тут все будет зависеть от того, сколько времени вы потратите, чтобы вывести его в ту или иную кондицию. Сколько здесь сейчас грит, я от Урмаса так и не добился, но судя по тому, как это все сверкает, я думаю, что где-то под десяточку, 8-10. Но это так, опять же, знаете, имховое, точно-то, конечно же, не скажешь. Для чего он может понадобиться лично мне сейчас? Я бреюсь, ремень бритва, ремень бритье бритва, ремень бритье бритва, захотел освежить лезвие. Вот для этого камешек, вот этот вот и подошел бы. Очень сильное подозрение, что большинство наших отцов, дедов именно вот подобные камни и имели для того, чтобы долго и счастливо бриться на своих опасных бритвах. Еще один финишный камень — это французская катикула, природно срощенная. Тоже благодаря Урмасу она у меня появилась, за что ему огромное спасибо. К сожалению, у Урмаса не сложилось с катикулами, да, собственно, как и у меня. У меня была катикула, я ее тоже продал. У него за все его, скажем так, прозябание в мире бритья было порядка 4 катикул. И только с одной он нашел какой-то общий язык, и то не совсем камнем. Камень был побольше этого. И в одном месте вот был такой небольшой кусочек, который давал ему ту работу, на которую он рассчитывал, которая ему нравилась. Со всеми остальными у него не сложилось.
Со своей стороны могу подтвердить, что да, действительно, вот эти французские катикулы, которые добывают в карьерах Бельгии, они не совсем простые камни. Можно нарваться как на великолепный, так и на камень, который вы не сможете понять. Как правило, камни природно срощенные ценятся дороже и бывают реже, потому что это на стыке пород добывают именно такие камни. С обратной стороны у нас, по-моему, какой-то не гранит, а гранат, что-то вот такое, зерна крупные. Из своего опыта знаю, что вот эта вот поверхность, которая у нас кремовая, может быть где-то там, ну, от 4 до 12-16 тысяч грит в зависимости от камня. А нижняя, вот эта вот, которая у нас фиолетовая, мало того, что бывает разных цветов, как, впрочем, и это, тоже разноцветные бывают, разные оттенки, разные цвета. Здесь есть вот вишневая, вот какая-то, бывает еще синяя. Эти же колеблются от 1 до 3 тысяч, иногда до 5 тысяч грит доходят. Поэтому вот тут, знаете, тоже такой вопрос. Ну, работает как впрямую сам камень, так и суспензия. Естественно, для этого нужна будет нагурка. Нагурки у меня пока нет, но со временем что-нибудь придумаем, что-нибудь образуется. Камень выглядит великолепно. Я еще не пробовал совершенно с ним работать. Что он из себя представляет, тоже пока ни малейшего представления не имею. Но, естественно, это финишник. И в некотором роде, я думаю, что вот это вот примерно в одном дивизионе они должны работать. То есть или ты на этом работаешь, или на этом. Вместе их сопрягать, я думаю, что смысла нет. Хотя это тоже, знаете, не окончательное решение. Потому что очень может оказаться, что этот грубее, чем этот. Ну, тут нужно смотреть, нужно трогать, нужно щупать, варьировать. Если же у вас нет такого камня, я думаю, этот камень вполне себе сможет его заменить. Если у вас бритва подустала, вот на подобном камешке ее взбодрить. Кроме заточенных камней, может быть еще другие абразивные средства, которые вам также помогут. Вот, например, как обоюдные ремни, то есть есть натяжные ремни, есть дощечки, есть всякие деревяшечки, бальса, стекла, ну вот так. Пластины из дерева, пластины из бальсы, пластины из стекла, то есть заточные бруски. Ребята, всевозможных вариантов может быть очень много. На все эти материалы, естественно, они вначале подготавливаются, выводятся в ноль, чтобы поверхность была просто идеальная, а потом наносятся пасты разной гритности, дабы режущую способность каждого инструмента изменить. Хранятся обязательно в чем-то, в каком-то закрытом, чтобы абразив с одного не попадал на абразив другого и ни в коем случае не смешивался. Не знаю, смогу вам показать что-то тут более подробно или нет. И прекрасно знаю, что очень много людей только вот на таких инструментах и живут. Поэтому тут, знаете, как-то комментировать не готов, потому что опыта общения у меня вот с такой темой совершенно ноль. Поэтому могу лишь сказать, что вот только-только сейчас вот попробовал. Ну, прикольно, интересно, но маленько сыкотно. Но, тем не менее, все равно интересно. Дерево бальса, естественно, не в нашей стране, оно в Африке где-то произрастает, насколько мне известно, и поставляется в Россию то ли за золото, то ли за нефтебаксы, то ли за патроны покупают, не знаю. Ну, короче, по какому-то бартеру идет. Подобного рода инструмент может служить как заточным, так и доводочным. Все будет зависеть от той гритности, которую вы нанесете на эти предметы, на дощечки, на бальсу, на стекло. Так что это может закрывать большую палитру заточки. Ремни. Ремни на дощечках, как вот этот Разор Строп, ну они же стропы, ремни натяжные. С обоих сторон, когда вы натягиваете, то у вас получится такой, знаете, интересный инструмент, как он так вот идет, а внутри пустота. Есть дощечки с пропилами, есть дощечки без пропилов. Пропилы делаются, дабы придать упругости этому инструменту, чтобы он чуть-чуть, ну, скажем так, был не такой монолитный, а более упругий. Сверху клеится кожа, очень хорошо обработанная, специально подготовленная, зашкуривается, доводится до ума, пропитывается маслами, чтобы она была в определенной кондиции, и потом после всего только наносится на нее паста. С этой стороны черная, здесь нанесена черная паста, на красную нанесена красная. Вот на это очень хорошо вы можете видеть неравномерность. Видите, вот по краям здесь вот
Здесь такой блеск, а в середине нет. Это говорит о том, что края выше. И по-хорошему вот этот бланк нужно заменить. То есть, чтобы он был равномерный, чтобы по всему, по всей режущей кромке работал. С черной же все в порядке. Посмотрите, как она хорошо выглядит. Хранится вот с такой вот бумажкой, оборачиваю. Обратите внимание. С одной стороны на бумаге красный след, а с другой стороны черный. И если вы с чем-то подобным будете сталкиваться, ребята, добрый совет. Это новичкам, старички-то знают. Вот как было, так и кладите, чтобы у вас гритность с одной стороны, на гритность с другой стороны не набегала и не налазила. Что касается этого инструмента, это вот в моем сегодняшнем понимании, это доводочный инструмент, он чуть-чуть более мощный по съему металла, чем обыкновенные стропы, обыкновенный ремень. То есть вот с такими вещами тоже можно пользоваться, можно работать. Можно ли сделать такую дощечку? Да, вполне себе, вполне себе. Это изделие моего собственного производства, наверное, 2- или 3-летней давности. Пошел в магазин, купил разделочную доску, распилил ее соответствующим образом, склеил, и на каждую из сторон была наклеена шкурка. Естественно, это не для... шкура, кожа. Естественно, это не для бритвы, не для опасной бритвы. Это я сделал под ножи. Но это жалкое подобие того, что я вам только что перед этим показывал. Хочу лишь продемонстрировать, что если есть у кого-то желание, то это вполне себе можно сделать самому. Хорошую кожу вы можете и на Ганзе найти, и в своем городе найти. То есть это как бы всего лишь вопрос желания. То есть такие вещи тоже можно сделать. Здесь я нанес алмазную пасту. Видите, вот такие вот маленькие седые вот эти проплешины. Она уже чуть-чуть равномерно разошлась по коже. А здесь просто мздра. Голая, ничем не обработанная. Это все может вам помочь. Что из этого брать, что не брать, ребята, я не могу вам сказать. Это как бы индивидуальный выбор каждого. И я могу лишь обозначить те параметры, которыми я обладаю на сегодняшний день, то есть из своего опыта. Ну, из той информации, что я собираю. Я же не только что-то руками делаю, но еще и смотрю, слушаю, на укс наматываю, пока он еще есть. Так вот, как правило, бритвы точатся на камнях до 3000 грит. После 3000 грит где-то с 3 до 6 это предфиниш. То есть довести РК примерно до такого состояния, чтобы уже выйти на финиш и на финишном камне от 8000 и выше уже финишировать. Так вот условно, как я это сейчас понимаю, то есть заточка до 3000 грит, от 3 до 6 это предфиниш и 8-10 это финишная обработка уже. Финишная обработка подразумевает, что вы бритву доводите до того состояния, что уже спокойно идете на ремень, начинаете бриться. Если у вас бритва в том состоянии, что вам ее только чуть-чуть подправить, то вам вполне хватит финишника. То есть вы нашли какой-то финишник в пределах там, 7, 8, 9, 10 тысяч грит. И вот, пожалуйста, это получится та же самая история, которая была, допустим, с нашими, как я ее представляю, с нашими предками, отцами, дедами. То есть у человека есть опаска, она чуть-чуть подустала, он берет камешек, на камешке погонял, на ремешок перешел, с одной стороны у него стропа, с другой стороны у него кожа, он тын-тын-тын, довел, все, пошел бриться. И эта бритва служит ему всю жизнь. Я знаю о том, вернее, я слышал о том, что существовали такие стали, и из этих сталей делали такие опаски, что в принципе-то им эти камни всю жизнь-то нужны и нафиг не надо. То есть один раз ее мастер наточил, а потом всю жизнь человек с ней на ремне брился, потому что сталь выдерживала все это, и вы же бреетесь опаской не каждый день, то есть от бритья до бритья она успевала восстанавливать свою РК, ну, есть такое свойство, и перед бритьем, пройдя по ремню, вы ее уже просто приводили в соответствующее состояние, могли спокойно бриться. Насколько я знаю, сейчас таких бритв уже давно не делают. Найти такую бритву, это да, это за счастье. Но я о них только слышал, видеть ни разу не видел. И вообще не знаю, может это байка, может специально придумали там нам лопухам по ушам проехать, что вот там были времена. Не знаю, ребята. Если у вас больше информации на эту тему, поделитесь, и с удовольствием послушаю, конечно же. И вот бритва заточена, осталось ее поправить на ремне, и можно уже бриться.
Ремень. Новый ремень, покупая, вы не можете рассчитывать, что он будет подготовлен и иметь уже, знаете, скажем так, финишное состояние, при котором он будет максимально эффективно править вашу режущую кромку и формировать ее. Потому что не тем озабочены при производстве ремней, они просто выдают качественное, годное изделие, с которым вы дальше впоследствии уже сами можете поступать на свое усмотрение, доводить или просто работать на нем, ждать, пока само доведется. Ремни бывают разные, там те, что подешевле, те, что подороже. Про Накаяму я вообще не говорю, потому что там ценники совершенно конские и здоровущие, неприличные. Ремень может быть как кожа с одной стороны, так с другой стороны специальный материал, такой, знаете, на дерюгу похож, чтобы править и более грубо, а потом уже более мелко доводить. То есть ремни могут быть всякие разные. И, кстати, кожаные ремни разных фирм и работают-то по-разному. Разная кожа работает. Кожа на подобные ремни идет как лошадиная, так и коровья. Слышал, что-то там даже из верблюжьей пытались заморочить, но мне кажется, это кто-то постебаться просто решил. Самое распространенное это коровья и лошадиная. Круп лошади и толстая кожа, там 5-6 миллиметров, это же, конечно, космос, об этом только можно мечтать. Получая такой ремень, я все-таки склонен думать, что лучше бы, конечно, его довести, потому что здесь вот голая кожа, она какая есть, такая есть, и даже на тактильном уровне, трогая, я прекрасно понимаю, что это две разных выделки совершенно. Потому что вот это больше похоже уже, знаете, как на армейскую сбрую, как портупею, которая уже и Крым прошла, уже такая, знаете, она аж скользко, блестящая, такая тугая. А здесь еще больше мздры, которая, знаете, вот бархатистостью вот такой отдает. Если посмотреть под увеличением, больше чем уверен, вот эта поверхность будет гораздо более ровная, чем эта поверхность. И сами понимаете, что ровная поверхность для нашей опасной бритвы, для ее РК, конечно же, предпочтительнее, нежели вот такая. Как это делается? Могу лишь сказать то, что знаю сам на сегодняшний день. Это шкурка разной гритности. Шкурение – это пропитка всевозможными маслами, начиная от костяного и заканчивая там гусиными там специальными выдержками. То есть всяких способов много. Если на эту тему заморочиться, то можно очень много на нашем форуме Ганзи узнать. Да и на бритвенном, я думаю, тоже на эту тему немало ребята могут рассказать. Вот, пожалуй, что и все. Это все, что я вам показал, связано лишь с одним. Довести вашу РК на опасной бритве до идеального состояния. Некоторые особо замороченные товарищи могут дойти еще и до средств контроля за РК. Очень часто возникает желание посмотреть на результаты своей работы, и кроме как увеличительное стекло, здесь, наверное, мало-то что поможет. Ну, не думаю, что вы сейчас что-то видите, потому что здесь не те условия. Ну, так, возможно, получше. Но все равно это детский лепет по сравнению с тем, что делают парни, а парни делают чудеса. Во-первых, для визуального контроля стекло, начиная где-то от 8, 10, 15-кратного увеличения уже вполне может быть годно. Даже часовые лупы, знаете, которые в глаз вставляются, это простое китайское, где купил в метро в Москве, поэтому я так просто для всяких случаев показал. Хотя оно тоже помогает. Кроме всего прочего, можно, конечно же, заморочиться и на микроскоп. Или что-то простое, дешевое, китайское, вот как этот, который вы перед собой видите, тоже купленный несколько лет назад, именно с этой целью контролировать РК. Или школьный микроскоп, или да у кого что, господи. То есть вот такие простые вещи, в принципе-то, они вполне себе доступны. Есть люди, которые заморачиваются особо и покупают даже специальные приложения, которые позволяют выводить им изображение с РК, увеличенное там в 10, 20, 100, там, в 300, в 400 раз и выводить на экран монитора. Да, есть такое, на эту тему тоже можно заморочиться. Ну вот, блин, жалко, я вам не смогу показать. Здесь вот фонарик такой есть. Вы не увидите. Ну, честно сказать, я-то сам не всегда вижу. Тут настраивать надо, знаете, вот так подшевелить помаленечку. Для чего это нужно? Вы
можете контролировать ход своей работы. Иногда, допустим, когда вы работаете, не всегда есть понимание, а верно ли вы все делаете. И глядя на РК, вы можете понять, в каком направлении вам двигаться. Вышли вы на РК или все еще на подводе. Как работает тот или иной камень, рвет ли он металл и дружит ли вот эта бритва с этим камнем, или вам нужно подобрать другой камень для этого металла. То есть вот такие вот мелочи, такие пустяки, увеличительное стекло, средства контроля, все это вам могут помочь вовремя подсказать. Блики на РК тоже говорят о многом. Сериэтор на РК – это все то, что можно увидеть через увеличительное стекло. Состояние реза волоса. Это последний вид контроля, который мне знаком. Если честно, я не очень-то ему доверяю. Объясню почему. Первое, волосы все разные. Ну вот мне, например, вот в этом плане не повезло в семье. И единственный человек, у которого есть длинные волосы, это наша мама. Маме 84 года, волосы у нее тонкие, седые. Я представления даже не имею, сейчас увидите вы вот это вот, что я хочу вам показать или нет. Сейчас, может быть, даже это есть смысл на темный фон сменить. Да, вот так, пожалуй, что даже виднее. Это, во-первых. Во-вторых, строение волоса. По сути, это роговое образование, протеиновая основа. То есть сам волос — это скопище протеинов в виде чешуек вот таких. В зависимости от того, как вы возьмете волос, это тоже будет иметь значение, потому что чешуйки, они у него одной направленности, они растут в одну сторону. Поэтому, беря волос, допустим, вот так, вы можете реза не добиться. А если бы вы взяли волос, к примеру, вот так, то рез у вас может и быть. То есть вот этот элемент. Следующий элемент. Ни для кого из вас не секрет, что, допустим, Эдуард Седых, тот же, беря волос, он его начинает не резать, а слоить. Вот это я тоже не совсем понимаю. С одной стороны, казалось бы, вай мэй, посмотри, как бритву наточил. А с другой стороны, резонный вопрос. Это он так наточил, что она просто волос порезать не может, а его слоит? Потому что острая, отточенная бритва, насколько я знаю, вот с ребятами, сколько вот в теме общался и сейчас, и несколько лет назад, когда болел этой темой, ты прикоснуться не успел, а кусок волоса уже отваливается. А здесь, получается, не отваливается, а он его на стружку пускает. И непонятно. Вот это, ребята, объясните. На мой взгляд, вот то, что делает Эдуард Седых, вот, мне кажется, не совсем правильно. Ну, кто я такой его критиковать? Просто я этого не понимаю. Если вы можете мне это как-то объяснить, вот было бы здорово, если бы вы сказали это в комментариях. Итак, тест на рез волоса. В зависимости, во-первых, вертикально вверх держим РК. Во-вторых, в зависимости от того, насколько вы будете производить сам рез, то есть удаление от пальца, это тоже о многом говорит. Принято считать, что в сантиметре. Вот в сантиметре взял, и волос должен отвалиться. Просто так тырц. Вот видите, вот не хочет отваливаться. Делаем по-другому. Переворачиваем волос. Парни, это вот только что подтверждает то, вот видите, вот все-таки перерезал, подтверждает то, что я говорил. Объясню почему. Потому что прежде чем снять это видео, я проводил тесты на волосах любимой. Она собиралась с девчонком на гулянку и с расчески снял пару волос. Происходило именно то, о чем я и говорил. То есть я просто подносил, и волос падал. Это волос моей жены, а это вот волос тещи. Только не говорите, что теща противная, она нормальная у меня. Вот видите, вот с кое-как, с грехом пополам, все-таки режет. То есть волос разный и разные результаты теста. И представьте, что человек, проводя этот тест, относится к нему всерьез. Вот я не отношусь. Для меня, наверное, все-таки будет больше... Ну, кто-то скажет, да кто ты такой, чтобы так к этому относиться, у тебя еще ни опыта, нифига, ничего нету. Ребят, мне главное, как она бреет, а не волосы режет. Мне кажется, это не одно и то же. Вот из того, что я уже испробовал, получается, вот до этой части, от конца до этой части волос режется. А вот на кончике что-то как-то
пока не получается. Слушай, может, правда теща сегодня вредная, а? Блин, ну я же не пойду к соседям, не скажу, дайте волос. Ну, нет у меня сейчас. Надо в парикмахерскую идти. О, слава тебе, Господи, на кончике обрезал. Вот смотрите. Так вот, к чему я все это? Так, убираем тещины волосы. К примеру, купили вы бритву, и она у вас великолепно бреет. Проходит какое-то время, вы решили ее взбодрить. Вот с сегодняшней моей точки зрения, что вам для этого понадобится? Что ремень уже ее не поднимает. Любой из финишных камней. Что я сделал сегодня со своей французской красавицей, с французским клином, который у меня появился благодаря Константину Razor Sharp. Я взял вот этот вот камень, Razor Home. Хоть на этикетке здесь вот и написано, что для того, чтобы он у вас лучше брил, возьмите, проведите там 3-4 раза, по-моему, где-то, да. Вот с этой стороны надпись на английском, с этой на немецком. Видимо, поставлялась на немецкий рынок. Коробочка оригинальная, поэтому этой коробочке вполне себе можно доверять. Так вот, я провел 10 раз в обе стороны, то есть 10 раз на сторону. После этого я взял бальсовую пластину, 10 раз на каждую сторону прошел на ней. После того я использовал ремень с черной пастой и тоже 10 раз на сторону. После этого я уходил на ремень и на ремне водил 50 раз. Вот так я сделал, ребята, 3 раза. После этого вот мы сейчас сняли с вами вот это видео, вы посмотрели рез на волос. Больше я этого делать не буду. Сейчас мы с вами просто пойдем бриться. Вот, пожалуй, что и все. Я прекрасно понимаю, на что я замахнулся, потому что вот сейчас, по сути, мы с вами пробежали по вершкам. То есть вот если вот так вот просто поставить точку, то человеку, который собрался бриться опаской, как минимум нужна сама опаска и ремень. Это обязательно, это даже не обсуждается. Просто опаска без ремня, ну и что? И все, не будете бриться. Раз побрился, ну 2, потом-то что? То есть опаска, ремень уже нужны. В более продвинутом, хорошем варианте вам нужно будет чем-то закрыть позицию финишного камня. 8-10 тысяч грин. Или это будет камень синтетик, натурал, сланец, китаец, японец, немецкий какой-нибудь, бельгийский, английский, турецкий, Арканзас, я не знаю, ребят. Вариантов может быть тьма тьмущая. Вот тот же самый вот, Razor Home, который я вам сегодня показывал, в зависимости от того, как вы подготовите поверхность, он может плавать там от 1000 грит, от 600 грит и до 10 и выше. То есть тут очень-очень много всего. Но, конечно же, это будет стоить денег. Я знаю, что бритвы точат и на шкурках, я знаю, что бритвы точат и доводят и на алмазных пастах. Возможно, это кому-то как-то тоже может как-то помочь. То есть не прибегая к услугам камней, просто на стекле алмазными пастами или, допустим, на деревянных, на дощечках, там на той же самой бальзе нанесли черную пасту, алмазную пасту там какой-то гритности и довели бритву. Да, возможно, это тоже вариант. Но для простой жизни этого более чем. Другие камни, другой гритности, там 3, 4, 5, 6, 7, они вам нафиг не нужны, потому что это уже нужно тем, кто точит бритвы. А вы их точить не собираетесь, вы просто собираетесь ими пользоваться. Поэтому на этом бы я свой набор на сегодня и закончил. А что касается отдельно по всякой теме, ремни, камни, заточка на шкурках, заточка на пастах, на других абразивах, ребята, это такие темы, это такие пласты, что это говорить, не переговорить. Да, даже подготовка того же самого ремня, вот если вот Урмаса просто так вот цитировать, то она занимает не один день и кучу времени. Это и работа со шкуркой, это работа с маслами, это и выглаживание. Как отличаются эти ремни, вы уже видели на видео. Так что бритье это такая офигительная большая тема. И причем в этом космосе существуют все. Вот увидел ты космос под названием бритье, а в каждом космосе есть своя вселенная. Вот вселенная Вадим Иванов.
А вон Вселенная пролетела, Урмаслот, и прям Евросоюз куда-то уфигачила. А вот Вселенная, Саня, все, тут всего навалом. Каждый человек в этом мире, в этом космосе, это Вселенная. И тут каждый просто подбирает все под себя. И неважно, где, в какой ты стране живешь, неважно, как ты думаешь, неважно, какое у тебя настроение, неважно, какого цвета у тебя кожа. Ты просто, вот бритье и ты, это же твое личное. Это твой какой-то, знаете, такой секис. Ну не знаю, что-то такое. Тут магия-то и происходит. То, что подходит одному, не подходит другому, и ты дергаешь за ниточки, выбираешь, трогаешь, щупаешь. Так, ну-ка, что он тут рассказывал? Ага, помазок, ну-ка, блин, дорогой зараза, дай-ка я вот это попробую. Так это вещь, ты что, да нафиг мне тот, мне вот это, вот. И у каждого в голове такое варится, и каждый выбирает сам под себя. Так что вот, ребята, продолжайте так делать, вот это будет правильно. Это и есть то верное направление, которым нужно следовать. Слушайте всех, а выбирайте только для себя любимого. Ну, с этим, пожалуй, что уже и все, пора уже бриться. Что, скоро батарейка на камере сядет. Пошли бриться.